Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем вязать мотив крючком с рельефными столбиками. Основным цветом будет вот этот бежевый, а далее можно сочетать ваши любимые цвета, то есть как вы это видите. Вязать буду из шнурочка Карамель Baby 2 мм крючком номер 3. Итак, приступаем. Итак, изначально делаем кольцо. Начинаем мы сразу с основного нашего цвета, делаем кольцо и провязываем первый столбик с накидом. У нас будет: провязали одну петельку, сюда же еще одну и 2 воздушные петли. Я так провязываю первый столбик с одним накидом. Далее, то есть мы с вами в кольцо вяжем такого рода квадратик, который состоит из 3 столбиков с одним накидом и между ними 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Одна грань у нас готова. Далее вяжем снова 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Снова 3 воздушные петли. И еще осталось провязать 2 грани. 1, 2, 3. 1, 2, 3 воздушные петельки. И последняя наша сторона нашего квадратика. 1, 2, 3. Все, квадрат у нас готов, состоит из 4 сторон, которые по 3 столбика с одним накидом. Перейдем далее на бордовый цвет. Итак, смотрите, так как вот этот цвет у меня основной, то обрывать его я не буду. А все остальные вот полосочки, которые у меня будут идти, они у меня будут разовыми полосочками. То есть вот этот уже бордовый мы будем ниточку обрезать. Смотрите, как перехожу на новый ряд. Делаю воздушную петлю, накид, 1, 2, 3, третью петельку, 3 петли на крючке, 2 провязываем, остается 2, и мы вводим новый цвет. Все, ввели бордовый цвет, правую ниточку светлую уводим вправо, ныряем. Вытянули петельку, провязали первую петлю, 2, 3. И сюда в уголочек еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Далее 1 воздушная петля и снова провязываем уголок, в котором у нас будет 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля и снова провязываем уголок, куда провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Уголок мы так всегда будем провязывать. 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. 3. Снова 1 воздушная петля и провяжем самостоятельно этот угол и потом довяжем еще одну часть вот этого угла. Я покажу, как мы снова перейдем на наш основной цвет. Так, довязываем второй ряд, закрываем. Ниточка нам уже не нужна будет, но мы закроем таким же образом. То есть 1 воздушная петля, накид делаем, 1, 2, 3, третью петельку, провязали одну и берем нашу основную нить и закрываем этот ряд. Все, ниточку бордового цвета мы обрезаем, так как она у нас больше мы вязать не будем этим цветом. А вот эта бежевая, она на протяжении всего вязания, то есть это наша основная нить. Так, теперь смотрите,
вот этот шнурочек, который с этой стороны немножко виден, да, мы его вот так вот пальчиком сюда влево, как бы, вот сюда в арку провязываем первый столбик с одним накидом, вот таким вот образом. Далее второй и третий. Далее, начиная с третьего ряда, у нас уже появятся рельефные столбики. И мы будем чередовать. То есть, смотрите, теперь основной цвет у нас будет идти 2 ряда основного цвета и 1 ряд любого другого цвета. И так далее на протяжении всего вязания. То есть, смотрите, здесь хорошо видно тот первый, второй ряд. Да, а далее у нас идет 2 рядочка основного цвета, любой другой цвет. Снова 2 рядочка основного цвета, любой другой цвет. Поэтому основную нить мы вообще не обрываем. И начиная с третьего ряда у нас уже начнут формироваться такие рельефные столбики. Итак, здесь половинка уголочка провязана, воздушная петля, вяжем вот в эту арочку. И здесь уже мы сначала связали столбик с одним накидом, делаем 2 накида и спускаемся в первый ряд, где у нас провязано 3 столбика с одним накидом. И вот так вот, обвивая второй, провязываем рельефный столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. И в эту же арочку еще один столбик с одним накидом. Воздушная петля. Все, начиная с этого ряда мы будем делать с вами рельефные столбики с 2 накидами. Уголок мы провязываем точно так же. То есть мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 2, 3, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 воздушная петелька. И снова вот в эту арочку мы провязываем столбик с одним накидом, столбик рельефный с 2 накидами, захватывая, вот так вот обвивая второй столбик в первом ряду, именно который из 3. 1, 2, 3. Таким образом, чтобы по каждой стороне у нас был один рельефный столбик с 2 накидами. Все, воздушная петля и уголок провязываем точно так же. Довязываем до конца, это третий ряд, ниточку не обрываем. Как я и говорила, начиная с третьего ряда, основной цвет мы будем вязать по 2 рядочка. Провязали мы 3 рядочка, да, уже даже такой мотив имеет место быть. Так, мы закрываем этот третий ряд. Так как следующий ряд мы вяжем тоже этим цветом, то мы просто провязываем воздушную петельку, накид, 1, 2, 3. И все 3 петли провязали вместе. Все, закрыли мы этот ряд, ныряем. Первая петля, вторая, третья. И сюда провязываем как бы половинку уголочка. Второй столбик и третий столбик. Воздушная петля, провязываем столбик с одним накидом, далее делаем 2 накида и захватываем вот этот средний столбик с одним накидом. Вот так вот его захватили и провязываем. Сюда же в эту арку еще один столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, снова в арочку провязываем столбик с одним накидом, столбик с 2 накидами, захватываем второй столбик нашего второго ряда, провязываем вот таким вот образом, еще сюда столбик с одним накидом, воздушная петелька, и уголки мы провязываем как обычно, то есть это 3 столбика с одним накидом, 1, 2, третий столбик, 3 воздушные петли, 2, 3 и снова 1,
2, 3. И по каждой стороне оставшейся проделываем то же самое. То есть это у нас будет 4-й ряд. Вот мы 2 рядочка основного цвета провяжем. И далее берем любой цвет другой. Так, довязываем до конца этот 4-й ряд. Провязываем каждую сторону. Не забываем, что с каждым рядом наша каждая сторона увеличивается на 1 рельефный столбик. То есть в предыдущем ряду у нас был 1 рельефный столбик, сейчас 2 рельефных столбика. То есть сейчас с каждой стороны мы должны провязать по 2 рельефных столбика. И с каждым рядом наш мотив, каждая сторона будет увеличиваться на 1 рельефный столбик. Сейчас 2, в следующем ряду 3, потом 4 и так далее. Итак, заканчиваем вязать 4-й ряд. Так как мы будем далее, видите, 2 рядочка основного цвета у нас провязано, мы далее будем вязать другим цветом, поэтому закрываем вот таким вот образом. 3 петли на крючке, 2 провязали и берем далее розовый цвет. Так, нить основного цвета уводим вправо и ныряем в арочку. Провязали первую петельку, 2 воздушные петли. Вот наш столбик с одним накидом. Далее, если в предыдущем ряду у нас было 2 рельефных столбика, то есть с каждым рядом количество рельефных столбиков увеличивается на 1 по каждой стороне. В предыдущем ряду 2, значит в этом вяжем 3. Сначала провязываем уголок. В уголках мы рельефные столбики не провязываем. Уголки вяжем как обычно. Так, воздушная петля. И переходим на сторону. И сразу же начинаем формировать. Провязываем столбик с одним накидом. Делаем 2 накида. И спускаясь в какой-то в 3-й ряд, да, вот здесь берем 2-й столбик, обвиваем его и провязываем рельефный столбик с 2 накидами. И в эту арочку еще 1 столбик с одним накидом. Далее воздушная петелька. Итак, провязываем следующую арочку. Столбик с одним накидом. Столбик с 2 накидами рельефный. И мы его теперь присоединяем за первый наш рельефный столбик. Столбик с одним накидом сюда же в эту арку, воздушная петля. И делаем в 3-ю арочку снова столбик с одним накидом, столбик с 2 накидами рельефный, опускаемся ниже, ищем 1, 2 в 3-м ряду из 3 столбиков с накидом тот, который посерединке. И провязываем столбик рельефный с 2 накидами. И сюда же в арочку столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И уголок мы провязываем как обычно. То есть это 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Итак, теперь вот так, как я вам показала, провязываем по каждой стороне. Теперь по каждой стороне у нас будет по 3 рельефных столбика. И следующий, так, это у нас 5-й ряд, и следующий ряд у нас будет снова вот этим нашим основным цветом. 2 рядочка, как я вам и говорила. То есть, смотрите, мы будем провязывать так, любой наш ряд, который цветной, да, он у нас будет 1 ряд, а ряды, которые у нас нашим основным цветом, по 2 ряда мы вяжем. Несмотря, если вы даже хотите большое полотно вязать, ну, советую, вяжите так будет красивее. То есть основной цвет будет выделяться на фоне, его будет больше, его вяжите по 2 ряда, а новый цвет по 1 рядочку. И с каждым новым рядом количество рельефных столбиков по
1/4 стороне будет увеличиваться на 1. Изначально был у нас один рельефный столбик, потом 2, вот эти бежевые, потом 1, 2, 3, потом 1, 2, 3, 4 и так далее. Вы можете связать большое полотно, это может быть как наволочка на подушку, как плед и так далее. Либо можете вязать небольшие мотивчики и соединять между собой. Итак, посмотрите, я провязала 5 рядов. Далее мы с вами... Далее не буду вязать, я рассказала принцип. Я сейчас просто еще раз покажу, как мы переходим на новый цвет. Эту ниточку мы будем обрезать. Так, воздушная петля, делаем накид. 2 петли провязали. И закрываем нашим бежевым цветом. Так как я вам уже говорила, что у нас... И следующие 2 ряда будут основного цвета. Вот, и опять в уголок мы провязываем, как обычно. Изначально неполный такой угол, одну часть его. Вот, как я вам и говорила, что далее у нас пойдет розовую ниточку, уже можно обрезать. Снова 2 ряда основного цвета. И после этих 2 рядов снова вставляйте любой цвет, который желаете. Что касается каждой стороны, она с каждым рядом будет увеличиваться 1/4, да, нашего мотива на 1 рельефный столбик. То есть уже в этом ряду бежевого цвета по одной стороне будет 4 рельефных столбика в каждую вот эту арочку. 1, 2, 3, 4. Уголок будет провязываться так, как всегда. И переходить на новый ряд тоже так, как я вам показала. Поэтому либо можно вязать вот такими небольшими мотивами и соединять в одно полотно, либо вязать вот такой большой мотив. Можно связать его больше. То есть это может быть, как я уже говорила, либо наволочка на подушку, либо даже если вязать из остатков вообще разными цветами, это может быть вообще плед. Поэтому, если вам был полезен мой видеоурок по вязанию вот такого мотива с рельефными столбиками, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!